Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, канал Нолик, как ни странно. И сегодня, наконец, я для вас решил сделать видео по настройкам, по многочисленным просьбам. Выполняю это обещание. Собственно, наверное, начать стоит с, в принципе, настроек моей игры. Геймплей. Он выглядит вот так. Бинды. Бинды тоже у каждого свои. Мои бинды, собственно, тоже вы видите на экране. Вот. Мои видео настройки. То самое разрешение, про которое у меня часто спрашивают, 1728 на 1080. Как его поставить, я показывал вот в этом видео. Сейчас всплывет вам подсказочка. Собственно, мои аудио настройки. Мастер волюм у меня сейчас стоит маленький, потому что мы на полигоне, я с вами общаюсь. Вот подобные звуки, как сейчас, допустим, они бы мне помешали. Следующий наш шаг. Мы ищем вот такую лупу. Если у вас другие версии Windows, то, скорее всего, где-то в пуске у вас должен быть поиск. Мы вот так вот открываем и пишем сохраненные игры. Вот так папочка выглядит, на нее нажимаем, здесь опа, респаун. У вас здесь может быть несколько папок, нам нужна конкретно респаун. В ней у вас Apex, либо там, возможно, где-то Titanfall, нам нужен Apex. Дальше это Profile и Local. Начнем мы с Local. Здесь мы видим Settings. Сейчас перед вами открыты два файла. Слева дефолтные настройки, которые ставятся игрой по умолчанию. Справа же у нас настройки мои. И одно из самых, наверное, интересных, что бы я вам хотел показать в этом файле, будем рассматривать на примере дефолтных настроек. У нас есть такая кнопочка E, кто как угодно ее называет. Отвечает она у нас за Use и Use Long. То есть Use нажатие, Use Long удержание. Use это у нас подбор предметов, это свап оружия, это открывание дверей, открывание боксов, которые supply bins, которые ящики снабжения, по-моему, они правильно называются. Плюс Use Long это у нас уже удержание, то есть арест тиммейта, каким-то образом это еще и казнь, это свап оружия непосредственно с земли, если у вас есть это оружие, и открытие боксов. Часто ли у вас такое бывало, что вы играете с тиммейтом, либо с тиммейтами, и один из них нокается и лежит перед дверью, а вам нужно быстро выбежать из этой двери. Но вы подбегаете, нажимаете, спамите E, чтобы открыть дверь, а в итоге вы просто начинаете бесконечно резать тиммейта, и это максимально всех бесит. И я один из тех, кто несколько раз из-за этого же и умирал. Вот, собственно, и решение этой проблемы. Для того, чтобы это решить, мы берем, копируем сюда же эту строчку. Делаем вот так, бац, и вот так, бац. И сюда мы ставим абсолютно любую клавишу, которая нас интересует. Пусть будет это Y. Так вот, теперь вы можете использовать E, чтобы, соответственно, подбирать предметы, открывать двери, открывать бины, подбирать предметы. И Y для того, чтобы резать тиммейта, казнить оппонента, открывать лутбоксы. Это, я не знаю, я нашел это сам. Может быть, кто-то до этого делал на эту тему тоже отдельный ролик, но я на такой не натыкался, если честно. Вот, нашел я это сам, обнаружил. Пользуйтесь. Дальше у нас все настройки, они дефолтные. Они ставятся через игру, та же сенса,
и прочая ерунда, которая здесь у меня тоже понаворочена, она вся ставится непосредственно через игру. Следующий наш файл — это видеоконфиг. Опять же, слева дефолтные настройки, справа мои настройки. Есть настройка такая, Ragdoll Max Count. Эта штука ограничивает количество трупов, находящихся на карте. То есть это не боксы, это непосредственно трупы, модельки, типов, которых вы убиваете, либо кто-то еще убивает. Для увеличения производительности я ставлю это значение на единицу. То есть в дефолтном это 8, у меня это единица. Дальше у нас есть такая настройка, как дальность прорисовки. Switch Scale она называется. Дефолтное значение это единица, мое значение это 0.35. Эта штука, она уменьшает дальность прорисовки, то есть какие-то горы, скалы, другие ваши оппоненты, они будут меньше прорисовываться на этом расстоянии. Какое точно это расстояние, я не знаю. То есть дефолтно это единица, значит единица это максимально. 0.35 это 35%. Советую не ставить ниже, потому что будет очень неприятно. Дальше идут у нас тени. Если вы хотите добиться максимального перформанса в, не знаю, своей игре, чтобы вы видели все, хотя бы как-то видели все, и вас ничто не отвлекало, ваша производительность была чуть выше, все значения здесь советую ставить на 0. Лично у меня они стоят все на нуле. Итак, мы подошли к самому главному вопросу. Какое у меня разрешение? В дефолтном у нас стоит Full HD. К сожалению, в Apex нельзя поставить разрешения, которые не соответствуют соотношению экрана 4:3, 16:9 или 16:10. То есть вы можете поставить любое разрешение, но при этом, чтобы оно соответствовало хотя бы одному из этих соотношений. То есть, еще раз повторяю, 4:3, 16:9 и 16:10. Конкретно у меня стоит 1728 на 1080. Это разрешение соответствует 16:10. По-моему, ближайшее до него, которое доступно в Apex, не хочу врать, сейчас вот здесь вот оно появится, это разрешение. Следующие настройки это CSM Enabled и CSM Coverage. Что они меняют и как это работает, я советую вам прочитать в интернете, потому что я не буду на этом заострять внимание, это долго объяснять, это муторно, это не то, о чем видос. Но дефолтные значения 1, 2, 1024, мои же значения CSM Enabled 0, CSM Coverage 0, CSM Cascades Res 512. Итак, следующий у нас на очереди профайл KFG. Опять же, слева дефолтные настройки, справа мои настройки. Многие настройки здесь делаются через игру, а какие-то приходится настраивать непосредственно через файлы игры. Одна из таких настроек это HUD Setting Ping Alpha. Эта настройка отвечает за прозрачность метки. Метки ваших тиммейтов, ваших меток тоже. У меня это значение стоит на 0.5, то есть оно в 2 раза меньше, чем дефолтная метка. А следующая наша настройка это Ping Double Tap Enemy. У вас есть кнопка, которая отвечает за метку. Так вот, если нажать 2 раза, то будет метка, что враг здесь. И часто бывает такое, что вы бежите, хотите пометить 2 предмета, помечаете их быстро, но первый предмет помечается нормально, а второй предмет как враг помечается. И это бесит, и даже когда вы играете соло-ранкет условный, либо соло-паблики, то ваши тиммейты такие типа, что, где, кто, как, а вы просто пометили 2 предмета сразу. К сожалению, Apex, точнее не Apex, Respawn убили эту возможность пинговать 2 предмета сразу, потому что до недавнего обновления, примерно месяц назад, они это починили в плане того, что теперь
первая метка ставится, а вторая не ставится. До этого можно было сразу 2 предмета пометить подряд, без лишних проблем. Сейчас этого сделать нельзя. Но можно хотя бы выключить, чтобы 2 раза, когда нажимаешь, то помечается, что враг здесь. Потому что, допустим, у меня метка враг здесь, она стоит на другую кнопку. То есть мне это незачем. Собственно, наверное, это все настройки, которые я хотел вам показать. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, подписываться на мои другие социальные сети, которые есть в линке канала, которые есть в описании. Всем спасибо, кто был, всем спасибо, кто остался. До новых встреч!